Итак, третий урок. Переходим к сборке. Я уже примерила флористический рукав на нашу проволочку. Но прежде чем окрашивать флористический рукав, обязательно его нужно хорошенько прошкурить наждачной бумагой, для того, чтобы пастель ложилась лучше. Поэтому сейчас мы этим и займемся. Берем наждачную бумагу и начинаем прошкуривать. Прошкуриваем очень хорошо со всех сторон. Вот видите, появились полосочки. И теперь он уже не такой гладкий, на него будет хорошо ложиться пастель и любая краска. Наносим темную пастель 232 на губку и хорошенечко прокрашиваем наш стебель. Теперь уже пастель хорошо ложится, но нужно прокрасить очень плотным слоем, чтобы бледный зеленый не был виден, чтобы был только вот такой темный оливковый. Вот такой зелененький стебель у нас получился. Можно его примерить. Пока я его вклеивать не буду. Он у нас будет в конце сборки. Итак, закрытый бутон у нас уже почти готов, поэтому можно приклеить к нему листья. Здесь можно пользоваться проволокой и приклеивать листья, но мне больше нравится вот такой способ. Прикладываем клей вот сюда, в самый уголочек, и просто подклеиваем вот таким образом. Подклеиваем на стебель, убираем излишки клея, если они есть, вплотную. В принципе, здесь это будет очень уместно, потому что у лилии вот таким образом растут листья. И еще один небольшой я вот так вот подклею сюда, или может быть вот этот, чуть ниже. Можно убрать лишнее, если очень много оставили здесь на запас. Убираем. Обязательно подстраиваем. Чуть-чуть пониже. Вот таким образом подклеиваем листья лилии. Здесь я точно так же нанесу клей в уголочек и приклею в шахматном порядке. Располагаем листья и приклею вот таким образом листочек. Обратите внимание, я вот здесь сделала защип, да, вот здесь вот, чтобы он не так смотрел, не вверх, а немножечко в плоскости, под 90 градусов. Вот такая красота получается. Здесь на стыке можно чуть-чуть пройтись пастелью, подкрасить, чтобы уголки фоамирана не бросались в глаза. Чуть-чуть подкрасить более темный цвет, такой как стебли. Продолжаем сборку. Сейчас уже основного бутончика. Берем наш первый лист и наносим клей вот сюда на серединку. Вот сюда прям наносим капельку. Аккуратно подклеиваем и в процессе вытягиваем вот так. Видите? То есть здесь у нас тоже получился прямой угол. Вот так. Угу. И теперь раскрываем, чтобы не было никакого залома здесь. И к самому дну, там где у нас, вот сюда, донышку, там где у нас клей, где неаккуратно, мы как раз перекрываем листочками и начинаем располагать листья нашей лилии. Мы будем располагать их вот так друг за другом, не слоями, не рядами, они будут все у нас в одном рядочке. Последний лепесток у меня, как правило, идет на второй ряд, но старайтесь делать все в один ряд, потому что так смотрится намного красивее. Прикладываем. Вот вам видно. Здесь я зажимаю, чтобы перекрыть все неровности и чтобы клея нигде не было видно. Вот так. И листочек у меня в плоскости, то есть он вот сюда смотрит, не вверх, а вот так. Уже раскрылся. Далее следующий. Точно так же обрабатываем. Здесь немножко раскрутился, я его подправлю в процессе.
И сюда, в уголочек. И вот так. Здесь у меня клей еще даже не высох, я попробую прикрепить рядышком. То есть вот таким образом подкрепила. Какая красота. Поехали дальше. Делаем все точно так же. У меня клей сейчас очень горячий, поэтому я стараюсь и здесь подкрепить, да, вытянуть, и уже больше не наносить клей, а пользоваться тем, что уже есть. 3 и еще 3 лепестка нужно вот сюда разместить. Как показывает опыт, входит в ряд только 5, но я стараюсь вместить 6. Если не получается, то он пойдет вторым рядом. Они все равно растут, ну то есть вот таким образом, немножко на разном уровне, поэтому можно сделать и так. Вообще лилия растет рядами, 3 вверху, 3 внизу, но мне такая сборка не очень нравится. Так, и можно теперь сюда уже вклеивать. Вот видите, они все равно немножко на разных уровнях, поэтому один еще я вмещу сюда и один на второй ряд. Так, наносим, не забываем вытягивать и располагаем вот сюда. Видите, он все равно уже у нас расположился как будто бы на второй ряд. И здесь посмотрите на бутон, где вам кажется, что более место интересное. Я, скорее всего, сюда или сюда размещу. Сейчас попробуем приложить. Можно так, можно сюда, можно сюда. Ну, наверное, вот сюда я и прикреплю, в общем-то. Так, последний. Вытягиваем и сюда. Вот такая красота получилась. Видите, визуально все равно получается как будто бы сборка рядами, но на самом деле только один у нас получился в нижнем ряду. Очень красивая пушистая лилия. Сейчас приложим. Угу. Так, далее берем тейп-ленту и подкручиваем, здесь перекрывая все неровности к самому основанию. Аккуратно смотрите, чтобы направление ваших лепестков в процессе не деформировалось. Но очень плотненько нужно будет затянуть, чтобы все держалось и тейп потом уже никуда не слез. Так, все. Я вот так подкрутила. Здесь у лилии, как правило, нет чаши листика, поэтому мы просто перекрываем неровности. Далее примеряем наш стебель. Надеваем. Как только надели, нас все устраивает, просто чуть-чуть наносим клея на нижнюю часть и фиксируем тем самым флористический рукав. Убираем излишки клея. Под горячим пистолетом он немножко приплавляется, поэтому очень хорошо уже сидит, никуда не денется. Можно воспользоваться склеиванием лепестков с помощью проволоки, то есть сюда флористический рукав, как мы уже с вами много раз делали. Но в этот раз я все-таки хочу приклеить лепестки вот так вплотную к стеблю. Но здесь нужно будет обратить внимание на то, что нижняя часть наших лепестков должна соответствовать цвету стебля. Поэтому я их хорошенько снизу еще прокрашу. Вот, только с этой стороны, потому что
на пастельку клей плохо ложится. Попробуем. Итак, наношу клей. И размещать я буду сейчас прямо под лилией, вот здесь вот, чтобы было красиво и яркий зеленый цвет хорошо отразился на красивой нашей лилии. Вот, обратите внимание, все сделала стык-стык, практически не видно, как будто бы мы работали с проволокой. Вот такая красота. Ну и здесь чуть ниже в шахматном порядке мы будем уже размещать сюда, 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 потом опять так, то есть по кресту получается сюда, потом напротив с этой стороны и с этой. Поехали! Итак, момент истинный. Сейчас мы приклеим сюда не раскрытый бутончик. Он, конечно, должен располагаться ниже основного цветочка. Вот таким образом. И здесь проделываем отверстие ножницами. Прикладываем, примеряемся, все ли в порядке. Наше отверстие. И потом уже можно будет нанести клей.